Гуля сегодня подарила квартиру Николаю Григорьевичу. И Николай Григорьевич — это пожилой человек, который жил в сарае. Я могу даже переписать квартиру на Николая Григорьевича, пусть он спокойно живет, пусть будет собственником, и он будет знать, что он хозяин этих стен. До свидания. Езжайте, ребята, потому что уже поздно. Добро, добро. Друзья, здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Сансара. И, конечно, хочу вас поблагодарить за вашу подписку, за вашу активность. И сегодня очень важный день у Николая Григорьевича. Кстати, вот, собственно, сам Николай Григорьевич. И вот здесь Гуля. И Гуля — это не просто красивая девушка, это девушка с очень добрым сердцем, которая, посмотрев историю Николая Григорьевича, решила ему предоставить свою квартиру. И, собственно, сейчас мы уже скоро поедем. Николай Григорьевич, ну вот расскажите, вы говорили то, что несколько лет не ночевали в квартире. Как вот вообще впечатление? Ну, такое ощущение, как в гостинице. Тепло, Мягко. хорошо. А что делали вообще? То дремал, то и шел, телевизор смотрел. Ну, котлетки готовили тоже. А я раз их готовил, и все, там еще на 2 раза есть. Там осталось еще котлеты, потом сосиски остались, колбаса осталась. Ну, бананы, в общем, все съели. Конечно, а чё ж. Ну, собственно, Николай Григорьевич, нам ехать порядка 5 часов, поэтому предлагаю не задерживаться, потому что сейчас все-таки зима и темнеет достаточно быстро. Поэтому давайте сейчас загрузим уже последнюю сумку. Вот такой вот у нас полный багажник. И, кстати, друзья, откликнулся нам помочь Евгений, который попросил остаться инкогнито. Это вот наш подписчик. Евгений сегодня будет целый день с нами, потому что только в одну сторону ехать 5 часов. Потом он нас завезет обратно. То есть сегодня он будет целый день с нами. Это действительно, друзья, очень достойный поступок. Ну что ж, давайте закрывать багажник и отправляться в путь. Друзья, и навигатор показывает то, что нам ехать 6 часов. То есть не 5, как я сказал, а 6 часов. И вот Евгений, наш подписчик, сегодня совершает подвиг ради Николая Григорьевича. И это очень-очень здорово, то, что у нас такие замечательные подписчики. И хочу еще раз, чтобы вы написали ему слова благодарности в комментариях. Ну и, конечно же, напишите слова благодарности Гуле, потому что именно благодаря Гуле сегодня у Николая Григорьевича будет квартира, где он сможет жить столько, сколько ему нужно. Плюс Гуля сказала, что при необходимости она может помочь с пропиской. И действительно, друзья, вы в комментариях писали очень правильные вещи, то, что такие люди, как Гуля, это 1 на миллиард. И поэтому, друзья, давайте напишем слова благодарности и обязательно делайте репосты в социальных сетях, потому что ее пример может стать примером для многих. В общем, друзья, стояли на заправке, и вот к нам подошел подписчик. А как вас зовут? Сергей. Дима, да, очень приятно. Давно Да. смотрите? Ну, уже год, наверное, есть. А смотрели историю с Николаем Григорьевичем? Да. Вот это Николай Григорьевич. Вот. Ну, сегодня у Николая Григорьевича очень важный день. Николай Григорьевич переезжает вот на место, где будет жить постоянно. И огромное спасибо, то, что смотрите, то, что поддерживаете. Друзья, ну в общем мы обнаружили то, что есть платная дорога. Она позволит нам сэкономить 1 час в одну сторону. И, конечно, мы воспользуемся вот этой опцией. И хочу сразу сказать, чтобы не было ложных ожиданий. В квартире никто не жил 10 лет. Поэтому, скорее всего, там она не обустроена. Но, тем не менее, это уже квартира. Сейчас мы приедем. И, несомненно, по месту сориентируемся. Все, что нужно, будет докупим. Поэтому, друзья, не переживайте. Ну, в общем, пора отправляться в путь, потому что ехать еще все равно 4 часа. Поехали. Николай Григорьевич, а все-таки, ну вот смотрите, вы много-много лет жили в сарае. Несомненно, привыкли, да, человек ко всему привыкает. И Конечно. но все же, да, то есть вы пожилой человек, 68 лет, и тяжело, особенно зимой, вот вы говорили, в 32 градуса мороза, да, вот жили в Ну, сарае. прошлую зиму было 32. Да, и вот сейчас вот вы будете жить в квартире, всегда вы будете жить в квартире. Что первым делом, что самое важное для вас, чтобы было в квартире? Ванна. И телевизор. Да. Скорее всего, у вас там даже будет возможность огорода, так как это деревня. Что хотите посадить в первую очередь? Ну, картошки хоть ведра 2, чтобы было. В прошлом году капуста была, чеснок был, морковка была, помидоры, огурцы. Соседка дала вот такие длинные огурцы. Было.
Я посадил. Они вот такие выросли. Еще больше? Ну, в магазине то нормальные отрвут. А они меня как поперли. Че это у тебя? Овцы. А зачем они тебе такие? Говорю, я пойду к женскому общежитию продавать. С юмором, Николай Григорьевич. Да, Николай Григорьевич всегда шутит, кстати, да. В прошлый раз, когда вот вы сказали то, что залог белых зубов это банан, Николай Григорьевич спрашивает, откуда у вас такие белые зубы, вы спрашиваете, в чем секрет белых зубов? Бананы надо есть. Многие воспользовались этим советом. Да? Да, теперь говорят, все, теперь стало понятно, теперь будем есть бананы. Хотим, чтобы такие же были белые зубы, как у Николая Григорьевича. Во, видишь, реклама что делает, да? Так что мне за рекламу еще надо. Вот. Ну вот мы напишем производителям бананов. Друзья, но у вас прошло несколько минут, а мы уже доехали до Твери. В общем, ситуация такая. Гуля не была в квартире уже много лет, она потеряла ключ. Поэтому сегодня придется проявить креатив, и, скорее всего, нужно будет выломать дверь, поставить новый замок. Но вы, опять же, не переживайте. Вот документы на квартиру, они у Гули, все в порядке. Мы сейчас как раз заехали в Тверь для того, чтобы купить инструменты, купить новый замок, новый ключ. Сейчас, собственно, купим и поедем дальше. А нам нужен дверной замок, инструменты, чтобы его поставить. И нам надо старый замок, у нас ключ потерялся, надо будет сломать. Вот этот будет. Ага. Да, вот этот. Ну, в целом пойдет же. Да. Да. Инструменты, соответственно, чтобы его прикрутить, и какой-нибудь инструмент, чтобы старый замок сломать. У вас отвертки имеется? Ничего у нас нет вообще. У нас даже скотча нет. Так, ну, в общем, друзья, все купили, и, честно говоря, я даже не представляю, что у нас там ждет. В общем, наверное, будут какие-то приключения, но, в общем, мы вам все покажем. Самое главное, мы купили все необходимое, ко всему подготовились. Гуля там не была уже 10 лет, поэтому она не помнит, какая там картина. Ну, в общем, есть разные замки, перчатки, лом, молоток, в общем, весь набор. Ну и, конечно же, я очень сильно надеюсь, что никто за это время там не поселился. Ну, в общем, мы скоро все с вами узнаем. Друзья, и поскольку Николай Григорьевич у нас будет жить один, мы возьмем ему телевизор, чтобы он не скучал, возьмем ему компактный, он сможет его переносить и сможет его смотреть как и на кухне, так и в комнате. И, конечно же, это очень удобно. Ну, собственно, торжественный момент. Николай Григорьевич, вот теперь ваш главный друг. Мы купили вам телевизор, чтобы вам не было скучно. Поэтому принимайте. А какой канал в первую очередь настроите, будете смотреть? Что любите Включим, посмотрим. На самом деле, друзья, да, то есть, ну, чтобы вот вы понимали, Николай Григорьевич 3 года назад был инсульт, поэтому ему тяжело очень говорить. Но посмотрите вот на его улыбку, действительно человек очень-очень счастлив, ну, потому что человек одинокий, ну, а с телевизором все-таки будет не так одиноко. Николай Григорьевич, еще раз поздравляю вас с телевизором. Спасибо, а что? Николай Григорьевич, ну рады хоть немного? Конечно, а чё ж. А сейчас маленько начинает улучшаться. Вот, а какие, кстати, самые любимые блюда, помимо бананов? А что получше вкусно, То и, Да. и правильно. Осталось буквально 2 часа, и мы уже скоро приедем на квартиру, где вы будете жить. И, кстати, вот с нами Женя поделился, то, что недалеко находится резиденция президента. Где? Вот там, где вы будете жить, находится недалеко резиденция. Он туда любит порыбачить. То есть рыбалка там просто дивная. Потому что вот вы говорили, для вас очень важна рыбалка. То есть места там рыбацкие. Ну вот. Надо было зимнюю удочку покупать. Сейчас зимняя удочка, потому что в март месяц щука пойдет на икромет. Николай Григорьевич, а давно рыбачите вообще? Да всю жизнь. А вот какую самую большую рыбу ловили? Щука на 13 килограмм. Ого. А какая она примерно по размеру была? Да, такая до дверей. Да, такой. Ого, вот это да. В рыбалке очень важно терпение, да, потому что как бы... Щука, видишь, она забросил, клюнула. И быстрее тяни, потому что начинает то свечки делает, то еще что-нибудь. А свечки это что такое значит? А, вверх-вниз, да? Вверх-вниз. Да. Николай Григорьевич, а какую вот самую диковинную рыбу ловили? Змееголовы, Ого. верхогляды.
Какая самая вкусная рыба? Сазан Сазан, да? и карась. Карась вообще жареный, вкусный. Вот здесь, кстати, говорят, караси водятся тоже. Сазаны и караси водятся. Водится? Да, говорят то, что водятся. Хотим ли его прокормить? У нас есть такой друг Борода, он вот на борщ прикармливает. Еще борщ есть, но я не знаю. А что, так можно, что ли? Ну, блин, я честно не знаю. Подлить, так покормить. Скажи, пожалуйста, на поселок Труд как проехать? На труд? Да. Едешь. Увидишь это какого? Берегите лес налево. Ага. Но он по следам даже заметишь, там, ну, снегу не запрошишь. Хорошо. Спасибо. Налево и прям фигач. Через деревню проедешь, там горку увидишь, через мост и через речку. Вот. И вверх и пошел. Спасибо Дыши, большое. Рождество. Спасибо. А потом там труд. Благодарю. Хорошего вечера. Классный, кстати, у него мотоцикл на самом деле. В общем, друзья, есть несколько новостей. Хочу сказать, не просто было найти именно этот дом, но все-таки нам это удалось сделать. Мы постучались с соседям. И как оказалось, то, что у соседей есть ключи именно от этой квартиры. Мы предоставили все документы, то, что Гуля является собственником. И наша задача упростилась, потому что, если помните, вот мы брали молоток, брали фомку, потому что думали, то, что, скорее всего, придется здесь все ломать. Вот это вот хорошая новость. Далее, друзья, то, что вы должны понимать, что Гуля вот эту квартиру покупала для прописки. То есть 10 лет она не была, и состояние, в общем, она до сегодняшнего Да, дня вообще не знала. не знала, какое здесь состояние. Но в любом случае квартира – это лучше, чем летний сарай, тем более из сарая могли выгнать в любой момент. Хозяйка уже собиралась продать землю, и, как нам сказали, есть покупатель. И мы с Гулей уже были в этой квартире, поэтому, друзья, также предлагаю зайти, в общем, и все посмотреть. Так, открываем. Так, свет у нас вот здесь. Получается, квартира двухкомнатная. Да, но, как я уже говорил, то, что 10 лет 10 лет здесь тут не было никого. никого не было, поэтому, опять же, ремонт здесь потребуется. Вот, но что важно, то, что есть санузел, есть вот кухня. Сейчас вот я тоже включу здесь свет. Вот. Здесь, кстати, теплые батареи. 10 лет здесь никого не было, поэтому старые стены, поэтому старые шторы. Но что важно, да, то, что здесь реально очень теплые батареи. Есть электричество, есть свет, есть вода. И у нас есть ребята-строители, поэтому, конечно, здесь будем наводить порядок. Косметический ремонт здесь делаем, но, тем не менее, вот этот вариант, он гораздо лучше того сарая, в котором жил Николай Григорьевич, потому что, если вы помните, да, то, что там вообще никаких удобств, нету ни света, нету ничего. Тут у вас щели вообще большие, тут смысла, мне кажется, нету большого топить. А тут прямо спите, да, вот здесь? Да. Закопаюсь и сплю. Плюс ко всему, буквально через пару недель Николая Григорьевича бы просто выгнали на улицу. Здесь его Гуля пропишет, то есть у него будет прописка, но, опять же, косметический ремонт, так как, опять же, есть у нас ребята-строители, все мы это сделаем. И у меня есть такое предложение. То есть я сейчас решу вопросы все с администрацией, чтобы тут не было там никаких вопросов там, по счетчикам и так далее. И, в принципе, то есть я могу даже переписать квартиру на Николая Григорьевича, пусть он спокойно живет, пусть будет собственником. Потому что, как вы видели, соседка сказала, что какой-то мужчина приходит сюда, ночует. Николай Григорьевич будет хозяином, и то есть все, тем более, если ваши ребята помогут сделать какую-то косметику, он переживал, да, там, а куда, что, где и как, он будет знать, что это его квартира. Да, это, конечно, не супер, да, тут мы видим, что очень много работы нужно делать, но это будет сделано все для Николая Григорьевича, и он будет знать, что он хозяин этих стен. На самом деле, я хочу сказать, у меня сейчас гамма эмоций. То, что сейчас Гуля озвучила, Николай Григорьевич, наверное, даже сам не понял. Гуля хочет вам эту квартиру подарить, Николай Григорьевич. Подарить.
Понимаете? То, что То есть Гуля вы будете хочет хозяином. подарить эту квартиру вам. Так слушайте, а как за нее надо будет что-то платить же? Но мы поможем вам с Это- пенсией. Вы как раз говорили о том, что зачем нужна пенсия, она вот там минимальная. Мы поможем вам с пенсией, чтобы вы получали пенсию, чтобы вы получали, так как вы инвалид, еще дополнительные выплаты, и, соответственно, вам будет хватать на то, чтобы... У вас будут, опять же, льготы, у вас будут льготы как у пенсионера, как инвалида, соответственно, вы сможете оплачивать вот эту вот квартиру, сможете жить в тепле. И это будет ваша собственная квартира. Ваша будет собственная квартира. Николай Григорьевич, никто вас не выгонит. А то, что косметика, ну это мы сделаем. Гуля не просто вас хочет здесь прописать, она вам подарить хочет, Николай Григорьевич, эту квартиру. То есть, понимаете, вот и вчера вот вы были бездомный человек, ну то есть без прописки, без ничего. Сейчас эта квартира будет Вчера ваша. я был в квартире. Но это все равно не ваша была, а это прям будет ваша. Вот. Соответственно, мы поможем уже в вашей квартире, сейчас Гуля все подготовит, она подготовит все документы, поможем уже в вашей квартире, чтобы, ну, то есть, во-первых, документы были оформлены на вас, а во-вторых, ну, то есть мы сделаем все так, чтобы вам здесь было комфортно жить. Даже несмотря на то, что она старая, здесь уже достаточно давно никто не был, она все равно даже в таком Тёплая. виде выглядит лучше, чем ваш сарай, ну прям честно, вот честно. А мы со своей стороны уже доведем эту квартиру до ума, то есть сделаем косметический ремонт, все то, что нужно из мебели докупим, довезем по сантехнике, ну здесь вы нам тоже поможете, то есть сделаем, чтобы это была такая нормальная, хорошая, уютная квартира. Вы потерпите, Николай Григорьевич. Здесь будет красота и будет порядок, не переживайте. Ну, на новоселье приедете. Конечно. Ну и Так всё. мы сейчас будем все это подготавливать. Да, не стоит на самом деле, Николай Григорьевич. Нет, ну вы самое главное не переживайте. Зато, понимаете, здесь, ну, как уже сказали, ничего не течет, никто не продаст. Это будет уже ваше. Это то есть, ваше, ну, да. это уже Собственник будет ваше. Да. единственный собственник этой квартиры. Понятное дело, что не конфетка, но потерпите будет. На самом деле, я вот хочу также сказать, вот много людей писало, то, что Гуля одна такая на миллиард, это правда, друзья. Вот на самом деле, вот понимаете, вот только что Гуля подарила Николаю Григорьевичу квартиру. Это поступок, это не просто достойный, даже у меня в голове не укладывается. Это вот Короче, Гуля. Оля, будешь приезжать ко мне в гости. Да. Рыбу как наловите, позовете. Так, У соседей спросите, где тут озеро рядом. так то потом. Удочки надо купить. Так купим, Николай Григорьевич, привезем вам удочки. А рыба-то так и дело. Пошел и наловил. И, Гульна, я не знаю, у меня просто нету слов. Ну, Вот. мне кажется, вот все-таки здесь кто-то скажет, что типа все такое старое, конечно, но мне кажется, ну, я не, скажем так, не в похвалу себя, да, но мне действительно очень приятно сделать что-то приятное нуждающимся. Да это Как бы, вообще да, Гуля. это человек нуждается, пусть даже если бы тут была бы вот просто вот эти 4 стены, без той комнаты, без той, без кухни, я бы все равно испытывала бы приятные эмоции, да, там, дать какой-то уголок человеку, который жил в промозглых таких мокрых стенах, где стены там кордоны забитые, там запененные, нагар, вот Да. это, ну, это, конечно, было намного хуже, да, квартира приобреталась, ну, не для того, чтобы жить, были другие цели. Ну, есть человек, который нуждается, то есть, ну, не жалко. Кто-то, конечно, скажет, там, да продала бы, там, взяла бы, ну, этим богат не будешь, как говорится. Эмоции и благодарность, это, ну, намного дороже, честно. Конечно. Нет, ну, как бы, да. Да. Вот, поэтому живите, не переживайте, то есть, ну, все наладим, все доделаем, до ума доведем. Вот. Друзья, пожалуйста, вот что вы думаете по этому поводу? Я лично считаю, то, что Гуля совершила действительно великий поступок. Но сколько вы знаете людей, которые готовы подарить абсолютно незнакомому человеку квартиру? Вот я точно знаю одного такого, это вот Гуля. Друзья, пожалуйста, в комментариях напишите слова благодарности, слова поддержки, потому что это действительно человек с очень большим сердцем, и ей точно будет очень-очень приятно, и она этого как минимум достойна. И Николай Григорьевич прямо сейчас уже будет готовить себе ужин. Николай Григорьевич, а что будете готовить сегодня? Да котлеты он есть. Сейчас, да, Николай Григорьевич сейчас сделает котлет. И, в общем, друзья, вот добавили немножко вот
чуть-чуть уюта. Это вот, кстати, за это большое спасибо Гуле. Вот Гуля просто герой дня и даже, наверное, герой года. Вот, и уже здесь стало поуютнее. Кстати, вот мы сейчас также говорили с соседями. Соседи рассказали нам то, что когда они покупали квартиру, их квартира была примерно в таком же состоянии, но они сказали, да, действительно, мы все поделали. Здесь все тоже можно будет поделать, и мы уже взяли необходимые контакты. Так что, друзья, в ближайшее время все сделаем, все вам покажем. Николай Григорьевич, это теперь ваш дом. Закрывайтесь. До свидания, До ребята. свидания. до свидания. До свидания. Слушай, я не знаю, как оно там. Ну, короче, первый номер немца привези ключ. Крафт. А, ключ Крафт. Красный ключ, да. Красный ключ. А, первый номер это сантехнический, да? Да. Ага, первый номер Крафт. Ну что, Николай Григорьевич, закрывайтесь. Это теперь вот ваша квартира. Да. Вот, и сегодня вы будете спать в своей собственной квартире. Ага. Вот, закрывайтесь. Да, всего До доброго. свидания. Да. Езжайте, ребята, потому что уже поздно. Добро. Ребят, меня, честно говоря, переполняют эмоции. Вот эта вот девушка сегодня просто сотворила чудо. Я до сих пор не могу прийти в себя, честно говоря, я в шоке. И Гуля, вот на самом деле вы пример для всего человечества. Гуля сегодня подарила квартиру Николаю Григорьевичу. И Николай Григорьевич — это пожилой человек, который жил в сарае. По сути, он был бездомным. На сегодняшнего дня он не бездомный. Благодаря вот этой вот замечательной девушке. И, кстати, поскольку он был бездомный, он не мог получать пенсию. Сейчас он сможет и получать и пенсию, он инвалид, и пенсию по инвалидности. То есть жизнь человека на старости лет налаживается, это очень-очень здорово. Ну, я на самом деле повторюсь, что я не считаю, что сделала какой-то прям такой большой поступок. Человеку дала возможность жить, ну, пусть живет ради Бога, то есть, ну, как бы не жалко. Друзья, у Гули есть свой Инстаграм. Давайте что сделаем? Давайте на него подпишемся и напишем ей слова благодарности. Она действительно большой молодец. Вот я считаю, то, что вот таких людей, как Гуля, должно быть больше. Поэтому ссылку на ее Инстаграм я оставлю. В общем, вы знаете, что делать. Ну и, конечно же, друзья, по традиции не забывайте подписаться на наш канал, выбрать параметр «Все уведомления», а также колокольчик. Обязательно делайте репосты в социальных сетях, следите за этой историей. Сейчас мы будем делать ремонт в квартире Николая Григорьевича. С вами был ваш любимый канал Сансара, неповторимая и невообразимая Гуля. До новых встреч!